Друзья, всем привет! Мы на фестивале Абуна Фест и зашли в гости к Сергею. Сергей, привет! Привет! Мало того, что Сережа наш земляк, он тоже с Липецка, у Сережи еще очень интересная концепция автодома на колесах. Это дом-трансформер, который можно использовать как автодом, и при этом он легко превращается назад в грузопассажирский автомобиль. Сереж, расскажи, пожалуйста, давай начнем с того, что за автомобиль, на базе чего ты построил этот автодом? Это автомобиль Renault Master 2009 года выпуска. Ну, как бы... Какой двигатель? Двигатель дизельный, 100 лошадиных сил. Вот. Ну, там как бы все остальное. Кондиционер есть, самое главное. Искали машину, чтобы была с кондиционером конкретно. Вот. Ну, а так все как бы... По состоянию машина как бы в прекрасном состоянии была. И покупали ее в Балашихе, вот, у Сергея. Можно сказать, он хранил для нас. Она долго стояла типа законсервированная, эта машина. Когда мы ее посмотрели, конечно, она была в очень хорошем состоянии. Внутри будка была обшита вся алюминием. Машина была с Франции, возила медицинский кислород. И от этого был маленький пробег на ней, там около 100 тысяч примерно. Я уже брал, было 210. Ну, пробег как пробивали весь оригинальный. Скажи, пожалуйста, ты брал машину сразу под постройку автодома или эта идея пришла уже потом? Нет, это как грузовая машина для работы была. А тут по обстоятельствам сложилось, что потихонечку начали ее... Даже не то, что в автодом переделать, так чисто для себя, чтобы спать. Какие спать. обстоятельства, вот интересно, какие обстоятельства толкают людей на постройку? У меня дядя живет в деревне в Курской области. И у нас там дом деревянный, сруб. В окнах нет ни одной форточки, печное отопление. И плюс еще курит. Ну и, естественно, такой запах после того, как я переночевав там, мы с другом Женькой ездим. Вот. Всю вещи вместе с сумкой жена кладет стирать. Вот, то есть вот из-за этого, как бы, чтобы ничего это не стирать и не пахнуть, в ходе, когда мы там в гостях, мы спим в машине, вот для этих целей она была изначально делалась. Но потом потихоньку, как бы, и уже пошла другая концепция, чтобы не только там у нас кровати стояли, ну и вода была, чтобы умыться, там кофе попить, не выходя из машины. Сформировался список требований. Ну и потихоньку мы тут уже начали делать. Дочь старая, когда старшая начала на нас обижаться, потому что мы ездим втроем, вы меня с собой не берете. Ну, в прошлом году говорю, ну что, давай оформлять ее под груз пассажир делать. То есть она была грузовым фургоном. Нам втроем, в принципе, места хватало, как бы все. Ну вот, документы переоформили, сейчас машина по документам груз пассажирская. Для работы она грузовая. Тут ставится железная перегородка, мы возим свою мебель, скажем так. Угу. Вот. Ну что, давай, наверное, в гости зайдем, да? Да, можно? Проходите. Ну, начнем, наверное, с передней части салона, да. Сколько мест, что удалось сохранить? Ну, мест на данный момент сейчас 6, по документам 7, конечно. Здесь сзади, ну, переднее там как бы сиденье обычное. Вот это поменьше сиденье стоит с третьего Renault Master, там у него вот спинка откидывается, получается стол, то есть как бы очень удобно, когда едешь. Второй ряд стоит сиденье с Tiguan, с Volkswagen. Вот. Почему они были выбраны, то есть вот откидывается спинка, я вот тут сажусь, ставлю вот сюда стол, вот таким образом, вот. Ставится вот так плита, ну и вот можно сидеть и готовить, и самое главное, что можно всегда вот здесь пройти, то есть никому не мешает, то есть вот, из-за этого сиденье-то было выбрано. Я снял со своего Тигуана, примерил, и потом купил другое. Понятно. Вот. Ну здесь, чтобы газ не задувал, еще сделана вот такая деталь, вот так, ветрозащита, скажем так, вот. Ну с этим, но опять же, вот этот стол, он еще трансформируется в другое место, то есть как столик для того, чтобы покушать, например, тоже можно было. Он ставится вот сюда, вот так. То есть я сижу вот здесь, а дочь сидит у меня вот здесь. То есть мы вдвоем с ней как бы тут кушаем.
Данное сиденье еще трансформируется, то есть оно не просто вот так стоит, они эти сиденья, естественно, вот так вот катаются, вот, ну и складываются, естественно, они, ну и дополнительно еще они вот так двигаются вперед, чтобы было и удобнее там сидеть, и в какой-то степени можно сделать еще одно спальное место, сложив их все. Ну ладно. Так, что-то пошло не так. Не буду, да. ладно. Вот. Ну, в общем, они складываются, все сиденья, как бы так. Вот. Ну, здесь, сейчас я уберу. Дополнительно у нас получаются вот такие большие ящики для всякой, Ох, ничего себе. вот, для посуды. Здесь тоже сиденье переделалось, было другое, образовалось пустое место, появился еще вот такой ящик. Слушай, очень похоже, как будто там под бутылки для вина, да? Для бокалов. Для бокалов, да? Я просто А так их убрал. прям узкий ящичек. Да, бокальчики хорошо влазят, стеклянные. Ну, здесь еще у нас вот так вытаскивается. Здесь есть местечко у нас для обуви. То есть удобно всегда быстренько поменять Штатные обувь. места. Ну, как раз там, где и сидят люди, да? Сел, переобулся. Ну, не Из то, что там... городскую обуви, да, в деревенскую или в Да, походную. резиновые колошики одеть, например. Да, обязательно. Вот. Так, ну и отопитель, я смотрю, у тебя здесь, Ну, ну, прям... Да, автопитель стоит. Стандартно под сиденье спрятан. Нет, тут не то, что стандартный, больше его поставить здесь некуда, потому что там бак стоит целиком. Угу. Больше места его, как вот сюда воткнуть. Бак топливный, правильно? Топливный, да. Вот там вот такое узенькое местечко под дном, и больше как бы его некуда вообще всунуть. Вот это дополнительно стоит аккумулятор на 100 ампер-часов АГМовский. Это для, ну, самого Второй, жилого дополнительный. отсека. Да, Мгм. второй как бы Мгм. получается. Ты их между собой как-то соединил? Развязку сделал? Развязка сделана через китайское реле какое-то. Ну, типа Ура, вот наподобие что-то такое. Ну, В аналог. принципе, она работает, все нормально. То есть уже с прошлого года эксплуатируется. всё Получается, у тебя зарядка только от генератора или есть солнечные Нет, панели? солнечные панели на 200 ватт стоят. Две штучки. Все-таки сделано. Только появились они прям вот Мгм. недавно. Ну и вот контроллер, да? Ну да, это контроллер от них. MPPT. Да, очень да, верное MPPT. решение, да, на таких вещах экономить не надо. А сами аккумуляторы, второй аккумулятор у тебя какого объема? Сотка, вот он. Сотка, да? Да, Мгм. 100 ампер-часов АГМовский. Так, телевизор, кстати, как-то мы мимо Ну, это него 220 вольт, это когда пролетели. внешняя розетка там подключается с той стороны. Вот, то телевизор, вот лампочка тут еще есть для деревни. Мы в деревне подключаемся, как бы розетка с той стороны на борту вот такая кемперовская, все как положено. А в стоит. дороге не смотрите его? На панели стоит. А, на панели второй, да? Да, маленький. В принципе, он 12-вольтовый. Мы даже снимаем его, он с аккумулятором. Вот вот сюда на тумбочку ставим, Мгм. на кухонный блок, ну и смотрим как бы его даже. Шторки, я смотрю, сделаны, да? Для Это того, чтобы- газелевские. Это просто сейчас, чтобы закрыться, как бы солнышко и все как бы. Ну, или при стоянке где-то в населенном Ну пункте. да, эти-то они как бы такие обычные, автобусные. То есть как в микроавтобусах делают. В Нижнем Новгороде я заказывал их. Мгм. Вот. С полосками они очень удобные, хорошие. Ну, давай Вот. закончим тогда с кухонным блоком, да? Что тут у тебя Ну, еще? Раковина. Кухонный блок, раковина. Вода холодная или... Холодная только вода, холодная? однозначно холодная, да. Здесь вот ящики для посуды, для ложек, вилок, ну и тут для всякой, в общем, для всякой ерунды, скажем так. Вот. Здесь у нас стоят внутри 3 канистры по 25 литров для воды, для холодной. Канистры брал специально канистрами, не бак никакой, именно канистры, чтобы Почему? не Почему? было бултыхания воды, как в баках в больших, 100 литров, 75. То есть здесь принцип канистры как принцип в танкере. То есть там стоят перегородки, скажем так. То есть вода полная всегда в 2 канистрах, то есть ее не бултыхает. Вот как бы из-за этого. Там стоит канализационная, для серой воды стоит канализационная труба, по-моему, 150, рыжая, влезает где-то в районе 19 литров. А можно открыть, Да. посмотреть? Мгм. Ну, то есть вот такие канистры, там насос, регулятор давления воды идет еще в придачу, потом душ вот такой еще, вот, на улице, чтобы можно было Ага, хоть руки выносной. помыть, там ноги, то есть помыть, допустим, выносной душ вот такой. Все от этого насоса, как все это вместе работает. Еще одним моим интересным решением было то, что вот эти канистры, которые по 25 литров воды, то есть они вот отсюда вынимаются, вот таким образом. Я так немножко образно покажу, как смысл. То есть здесь Ну, стоит... просто они у тебя сейчас заполнены, тяжелые. Ну, да. вот одна вот, ну, в принципе, сейчас она поехала.
скажем, легко. Пошла. Да, это вот у нас с водой канистра. То есть я ее вот так вытаскиваю, когда она пустошается. Достаю следующую, вот эту канистру, следующую точно такую же. То есть пустую кидаю туда, вот, а полную ставлю уже пользоваться Под сюда. использование. Да, то есть нет бултыханий, нет никаких посторонних там как бы действий. Вот, то есть и все вот как бы назад это за счет вот этих гаек, которых заводские на канистрах. Вот, все это как бы мобильное на любую, хоть 10-литровый, хоть там 15. У них, у этого производителя очень много там размеров этих канистр. Так, это же у нас чистая вода, которая в кран поступает, Да, правильно? да, чистая. А что происходит с серой водой, которая сливается? Ну, серая вода вот здесь она собирается, вот, вот кран сейчас закрыт. Мгм. Ну, когда слить, вот кран открываешь ее, вот он кран. И она вот шланг, он пошел и выходит на край машины. То есть в машине не сделано ни одной дырки посторонней. То есть все куда-то в какие-то... Ну, то есть там сзади было вентиляционное отверстие с пластмассовой пробочкой. И в эту пластмассовую пробочку был вставлен 40-й уголок. Вот. А какой объем бака для серой воды? В районе 19 литров. 19-20 литров приблизительно. Вот. Ну, вот как бы вот это собирается. Тут еще стоит вот эта досточка вот отсюда сверху. Она сюда еще ставится. И ведерочка складной вставляется сюда плотненько. Все заходит. За счет вот этих палочек все это как бы плотно. Каждый сантиметр свободного пространства под что-то используется. Да, да, да. Ну вот Все это, правильно. опять вот появилась леечка. Вот на канистрочке. Специально, чтобы вода там вдруг какая-то лишняя, ну, капает, которая с этой. Вот. Вот она сюда зашла прям четенько. Вот. Ну и вот здесь с тем ведерком она вот так плотно все прижимается. То есть ведерко еще ставится сюда. Вот все это вот так стоит у нас. Ну тут такой вот лоточек для 2 газовых баллончиков, для плиты вот для такой. Плита тоже здесь живет, да? Да, это здесь плита живет. Ну этот вот штучка для душа как раз вставляется. Она на магните? Да, вот. Может в любое место куда-то на двери поставить. Ну, когда вот пользуешься, ноги моешь, допустим, чтобы никуда ее не это. А шланг какой длины? Ты стандартный? Двухметровый. использовал? Двухметровый, Ну, да? сам какой нашел, большой самый, 2-метровый нашел, вот его и поставил, в принципе. Здесь вот для жидкого мыла, там как бы кранчик, все как бы просто. Ну и, конечно, какой автодом без санузла, да? Ну да, конечно, ну как. Это самая, наверное, гордость любого владельца. Бусика. Санузел тоже трансформер. Вот. Ну, то есть вот такой санузел. Вот. Так, здесь биотуалет стоит самый обычный, да? Да. Под ним поддончик деревянный. Да, это чтобы вот садиться было ногам удобнее, скажем так. То есть вот я сел спокойно, вот я сижу спокойно, то есть как бы, вот. Ну, чтобы купаться, поднимаем этот кубик, вот так убираем его, снимаем вот этот деревянный поддончик для него, вот. И вот для душа не полезу. То есть, ну, ведро с насосом ставится, и как бы это все закрывается, и купаешься спокойно. Для слива воды тут как бы сделан, Да, скажем куда у так, тебя сливается? подиум. Нету Сделан бака подиум, да. Дырки нигде ни одной нет, то есть ни в пол, никуда. Сделан бачок. Не сделан, куплен. Вот такой бачок для отработки, для масла. Ну, то есть вот такой вот фирмы. Не будем рекламировать. Вот. То есть он как бы все там рассчитано под каждый этот. Объем какой? 10 литров. Ну, 10 литров, как практика показывает, как раз одно принятие душа взрослым человеком укладывается. Ну, да, совершенно верно. Ну и тут как бы у нас, чтобы место еще не пустовало под душем, у нас сделан вот такой ящик на колесиках, он вот для всякой ерунды, скажем так. Ну, еще один Вот ящик он для хранения. тот же самый, вот он и душик этот, как бы тут лежит в контейнере. Вот. Все, на магнитиках, на неодимовых, он так на колесиках, сам ящик на колесиках, вот на магнитиках, на неодимовых, он чпок. То есть принцип такой, нагреваете тоже воду, да? Да. Да, ставится ведро, Да. без всяких сложных развязок с водопроводом, со всей вот Совершенно этой верно. историей. Да, и обычный, ну вот, это, не знаю, там можно говорить, что это беркут, не беркут душ, да, такие же да, из да. Китая, кстати, Да. продаются всего по 2000, очень удобно. Да. Но у него нет кнопки выключения, да? Есть. Ну, временного выключения нет, она там внизу. Не, вот здесь, который вот. Ну, А, она ну вот как у нас, да. Правильно. То есть достаточно просто, когда намылился, бросить сам шланг в ведро, Да. он циркулирует, аккумулятора хватает надолго.
Можно сказать, на год. На год, да? Ну, я не знаю, вот мы сколько мылись, я вот только его зарядил. Вот год я его точно не заряжал. Ну, по нашему опыту, где-то на 10 использований. Ну, может быть. Как мы сказали, автомобиль у нас по документам грузопассажирский. То есть должна у нас здесь быть какая-то перегородка. Как ее поставить? То есть была сделана перегородка. Она вот такая мобильная. Сейчас я немножко не с руки буду ставить ее, правда. Возможно, чуть задолго. Вот, то есть он штырьками вставляется в фанеру, которая на полу у нас. Вот в эту. Просто она вставлена. Вот, потом она надевается на вот эту ручку, которая у нас тут стоит. И двумя маленькими шпингалетиками цепляется к потолку. Дальше мы берем дверь от нашего санузла. И вот таким образом делаем грузопассажирский автомобиль. То есть у нас появилась перегородка. Все, спальный отсек изолирован, да? Спальный отсек изолирован. Когда мы едем, у нас получается здесь работает кондиционер в машине. Он не топит всю эту будку, остальное не охлаждает. Он охлаждает вот этот наш пассажирский отсек. То есть как бы, ну и для ГИБДД, то есть стоит как положено мягкая перегородка, жесткая. То есть мы стучим, вот она как бы все как положено. То есть да, в том отсеке мы, грубо говоря, перевозим груз. Ну, с точки зрения правил дорожного движения, Да. все соблюдено. Все соблюдено, все жестко, все как бы. Вот, то есть все держится, вот все, можно сказать, попинаю, постучу. Так, Сереж, ну и переходим к спальному отсеку, да? Ну да. Да, расскажи, как у тебя здесь что реализовано. Это стоит обыкновенная кровать, которая применяется для рабочих в бытовках. Ну, то есть не в бытовках, в вагончиках там каких-то, в общем, для строителей, скажем так. Вот. Она вся разборная полностью вот на клиньях. Вот. Была она двухъярусная на 2 человека. Я сделал как бы вот эту часть, она вот так поднимается. Ее можно, ну то есть она как книжка складывается туда. И можно, мы вдвоем, когда с дочерью ездим, я внизу, то есть здесь образуется проход. Вот. Ну и как бы вот кровать простецкая, самое главное легкая, простая. Здесь матрасы, ну, от дочерей оставались. Вот они, вот такие обыкновенные домашние матрасы. На 1,90 м на 70 стоят. Вот. То есть спишь как дома, не на поролоне. Вот, на матрасе, на нормальном. Вот. Здорово. Так, а с этой стороны у тебя что здесь? Тут запаска ездит? Здесь стоит запаска, потому что ее как бы сунуть некуда. Машина используется еще как грузовик у нас ведь. Вот. То есть она стояла с той стороны, сейчас перекочевала она сюда. Ну, то есть тут стоит запаска, всякая ерунда там внутри. Ну а здесь ящик для инструментов еще вот в этом месте, как бы тут ниша такая. Не хочу ничем закрывать, потому что здесь валяется, то могут вот бутылки наши какие-то лежать, там, инструмент само собой. Ну тут что-то может лежать такое, всякого разного. Угу. Вот. Ну, как бы тут шкафы, тут всякое. Да, и здесь еще остается под кроватью, Да. получается, пространство для перевозки разных вещей, длинномеров. Да. Ничего себе, прямо туда, до второго ряда сидений, да? Нет, она вот разделена пополам. То есть у меня Перегородку получается, поставил, да? Ну, чтобы кресло вперед не уезжало, ничего. То есть какое-то вот, то, что у нас 3 кресла ставятся, столы. То есть что-то, чтобы не уезжало, здесь стоит. А вот холодильник у нас... Даже место для гриля осталось. Да. Да, Вот. за стеночкой. Но опять, кресло можно еще и вот так вертикально поставить. То есть место есть, потому что стойка кровати упирается вот в стойку машины. Мгм. Из-за этого, чтобы не переваривать, не переделывать, решено было оставить местечко еще вот как бы сюда. Мгм. Вот. А здесь под кроватью у нас холодильник еще вытаскивается на 30 литров липхов. Вот. Ну и вот много там сумка для вещей, можно чемодан для вещей положить. А так вообще у нас к маркизе, к нашей, к Тулевской, есть боковые и передние стенки. Они тоже вот здесь все это лежит, вот в этой части. То есть перегородка у нас вот так стоит. Пойдем как раз посмотрим маркизу. Что за маркиза, Сереж? Маркиза, Туле, Амнистор, ну, конечно, бэушка в том году была куплена. Вот, ну, в принципе, Почему именно это? какая была, такую и взяли. То есть сильно долго не размышлял. Не выбирали, просто там недорого продавали на Авито 2 маркизы. Вот это 3,70 у человека была, а вторая 3,50. И у нас с этими стенками со всеми, это маркиза. Вот. Но за те же самые деньги он отдавал что так, только та была покороче. Ну, поэтому решено было взять со стенками на всякий случай. Ну пусть Вот. будут, да. Да. Удобно ей пользоваться? Да,
Ну, коловорот вставляется, ну, как все маркизы, как бы это. Мгм. Вот. Ну, эти стенки только поставить. Сейчас вот жарко у нас тут, я не ставлю, потому что все равно там ткань такая, она как с запашком получается. Ей редко пользовались за это время. Можно сказать, я, наверное, второй или третий раз всего из этого мешка достал, судя по ее состоянию. Мгм. Ну, Ну, вещи некоторые приходят в негодность, даже когда ими не пользуются. не, ну та вообще хорош. А это у нас горячая вода нагревается, например. А, вот такое решение. Вот почему канистра черного цвета, да? Да. Ну, Ага, и не надо никаких бойлеров. Да, ну это вот 10-литровая. Нет, ну там есть еще одна хитрая фишка в машине, как сделать горячую воду. Если на ночь, когда мы включаем автономку, дверь открывается в кухонном блоке, и воздух этот горячий, можно сказать, дует на эту канистру. Мгм. И утром можно тепленькую воду получить в придачу. Классно. Вот. Ну, в общем, как бы так. Скажи честно, вы довольны своим автодомом? Вот если бы уже вот сейчас, после окончания постройки, ты что-нибудь переделал или оставил все как есть? Ну, тут кое-что надо доделать. Переделывать нечего, потому что все долго делалось, и все это как бы просчитывалось. Мгм. Что-то... Ну, то есть концепция вся та же самая остается, Всё только дорабатывать дальше, да? А что, например? Ой, ну там обшить, вот москитные сетки сделать, ну тут с этой дверью на мастере очень тяжело ее сделать. Ну и в задние москитные сетки сделать, все. Обшить боковину, вот этот металл, который белый остался. Вот, ну москитные сетки сделать такие съемные. Ну, в принципе, все, тут больше делать нечего. Для меня ли... А, еще есть одно, то, что я хочу поставить на вот эту дверь велокрепление, как на импортных автодомах, на такого же класса. Вот, то есть поставить, чтобы велосипеды стоят именно на двери, не на... не на фаркоп, потому что машина все-таки низкая, и у нее свес будет еще. То есть вот если мы сейчас как стоим, она будет стоять, вот платформа это на фаркопе, она будет на полу, можно сказать, стоять. Поэтому вот сюда вот на дверь еще поставлю. Ну, чтобы вело- ей не цеплять этой платформы, Да, при- неудобно. на Если пересеченке. на там внедорожник ее поставить, то можно спокойно. И здесь она мешать будет. То есть, а на дверь всегда, так как дверью пользуемся, если она будет вот здесь стоять велокрепление, то есть она вместе с велосипедами отъезжает, и в грузовой отсек спокойно заходишь. То есть вот у меня такой счет, то, что надо доделать. Это моя дочь Варя. В принципе, она хотела, чтобы у нас еще была такая машина в нашем автопарке. Вот. Поэтому я как бы для нее и делал, чтобы ей было удобно нам также в деревне, как мы ездим спать. Ну и как бы в основном для этих целей. То есть ребенок был свой уголок, где ей находиться, скажем так. Ну, То есть она меня везде поддерживала. То есть все мои, то, что я где-то покупаю молчком, она все это знала, конечно. Помогала она мне все это делать. Вот. Ну и, конечно, мне много помог мой товарищ Женя, с которым мы работаем. То есть благодаря ему, тоже его помощи, все это делалось как бы. Вот скажу про него еще вот так. Вот. Ребят, ну вы просто молодцы, у вас действительно вот с душой сделанный дом. Я хочу вам пожелать долгих лет его эксплуатации, еще каких-то новых идей по его развитию, ну и интересных путешествий. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.